Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и новый разговор для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Эту запись я делаю также 7 апреля. Да, друзья, это уже третья запись за этот день. Точно роды идут. Закончив предыдущую, я почувствовала, как энергия пошла, и я рада этому. Поэтому решила не откладывать надолго, сразу коснуться темы, которую затронула в предыдущей 37-й записи о теме короны и жести. Тогда я сказала, если кто будет слушать по отдельности, что одним из проявлений моего влияния на других людей является подсвечивание тем, которые требуют внимания. Сдвигаются какие-то штуки внутренние, как одна девушка сказала: ты будешь моих внутренних демонов. Вот примерно такая история. Так вот, среди этих демонов очень часто встает тема короны, когда люди, сами того не понимая, реагируют на меня очень остро. Я это видела в жизни и не раз. Они сами не понимают, но я их раздражаю, бешу. Понятно, мы все зеркало друг для друга. Там, может быть, кроме этого какие-то темы есть. И в том числе одна из тем — это тема короны. И особенно духовные короны. То есть тут разнообразие большое, у кого какая. Такие люди, как правило, на меня реагируют очень болезненно. Я прям их раздражаю: не так села, не так встала, не так сказала, не то сказала. Я помню, как на одном из семинаров одна женщина с такими симптомами. Я-то информацию сразу получила, что происходит. Сначала-то я не поняла, откровенно говоря. Это не сразу я поняла. Это потом только уже произошло. Но семинар длился не один день, поэтому, в принципе, я уже потом просто наблюдала, что происходит, и уже понимала, что здесь лучше, как говорится, подальше отойти, потому что ее там завертело, конечно, нормально. Как только начиналось какое-то взаимодействие, то, в общем, у нее реакция, конечно, на меня была очень такая бурная. И она подходила ко мне и прям какие-то замечания вечно делала. То ей не так, это ей не так. И, в общем, короче говоря, я получила свою порцию информации, с которой потом разбиралась. И увидела, что как раз у человека активировалась эта динамика. Это очень непросто, конечно, выдерживать. А то, что касается самой динамики в человеке, то здесь для меня тема короны очень и очень большая, глубокая. Я исследую эту тему на протяжении всей своей практики. У меня, образно говоря, даже и выхода другого нет. Только исследовать, потому что когда сталкиваешься периодически с такими вызовами в жизни, с таким отношением к себе, ты хочешь не хочешь начинаешь смотреть в это, работать, тем более это уже моя дорога. Подписалась, как говорится, уже не спрыгнешь. Понятно, я и со своими темами работала, это естественно. В первую очередь я все время скоблила себя. Скоблила. И потом только уже до меня дошло, что здесь нужно смотреть не только в себя,
а еще и в тех людей, с кем получалась такая история. Ну и вот, что я тут насмотрела, информацию, какую получила, показала мне, что такие люди, как правило, занимают какие-то лидирующие позиции. Вот. И поэтому там все очень и очень непросто. А для меня не существует ни статусов, ни корон, ничего этого нет. Я вижу суть человека, его душу. И, как правило, в таких людях я вижу очень печальную историю. Конечно же, есть причины, почему человек сформировал себя таким образом. Как правило, это очень большие травмы, очень много боли на каких-то ранних этапах жизни. И корона ведь просто так не возникает. У нее есть всегда начало, ну и потом, естественно, продолжение. Кто-то вовремя замечает, кто-то нет. Но сейчас что происходит? Говорит мне, что тема корон является одной из актуальных. Она усугубилась еще в силу того, что, немножко отмотаю, скажу, что занимают лидирующее положение благодаря каким-то знаниям, как правило. Люди больше понимают, люди больше видят, чем другие люди. Конечно же, это на одном этапе благо, но в определенный момент это все начинает уже затвердевать, и человек проходит всегда испытания своими способностями, своим развитием. И многие ставят себя выше других людей. Они уже разговаривают свысока. Вроде бы и наравне, вроде бы все вежливо. Но если тема короны есть, то, скорее всего, там идет высокомерие. Это уже не гордость, которая является естественной нашей составляющей, а гордыня, когда человек уже так себя возвысил над другими, в общем, что уже краев не видит. Но это все внутри, конечно же. Как правило, снаружи это редко проявляется. Вот. Проявляется явно уже в таких статусных каких-то группах, где чем выше корона, тем тебя больше видят. Там счет идет только вот на такие ценности, в кавычках, суррогат ценности, как я называю. И сейчас история проявила таких коронованных людей, которые сами себя короновали. И я помню во время пандемии, вот где-то 20-й, наверное, год, у меня даже фраза такая родилась: «Звон корон льется по планете». И уже тогда я делилась посланиями, чтобы остановилась эта динамика, чтобы люди опомнились, что обязательно придет время, которое все поставит на свои места.
и всех поставить на свои места. Вот оно и пришло. И сейчас во время вот этого коридора затмений идет очередная началась очередная раздача, вот так я скажу. Началась очередная раздача, то есть возвращение в соответствии с ответственностью всего того, что создано людьми. И сейчас начнут опять сшибать короны. Их постоянно сшибают. У многих уже шибли эти короны. Я лично наблюдаю это. И мало ведь не покажется. И новый этап начался вот с 1 апреля. Как еще может проявляться эта корона? Это явное неуважение других людей. Неуважение, пренебрежение, наглость. Я уже упомянула в предыдущей записи, что мы с командой сделали определенную сверку недавно, посмотрели, как работает наш подкаст. Так вот, на одной из площадок, по-моему, на подстере, запись, которая называется «Набат о неуважении и наглости», постоянно занимает первое место уже продолжительное время. Так вот, сейчас через мое очень скромное послание передается второй набат. Это продолжение этой темы. Были бы у меня сейчас более яркие эмоции, я бы не так разговаривала. Говорю, как говорю. Говорю тихо, спокойно. И еще раз проговариваю очень важную информацию. Услышьте, что с 1 апреля началась новая раздача. Вот прямо идет слово «раздача» всего того, что сделано людьми для того, чтобы все встали на свое место и все получили по заслугам, чтобы все встало на свои места. Мы все равны, мы все одинаковые, практически одного роста. У каждого своя история, и никто не дает права кому-то возвышаться. Пришло время справедливости, пришло время возвращения к своим истокам. А один из главных истоков наших — это человечность. Мы все в первую очередь люди. И все одинаковые. Да, у нас может быть разная история, она, конечно, разная, разные тела, все разное, имена. Но в принципе мы все части целого, одинаковые абсолютно, и у каждого из нас есть свое место в этом целом. Ради выполнения задачи вот на этом месте наша душа и пришла сюда, быть частью целого. Пройти свой путь, свой особый какой-то путь для того, чтобы занять свое место и быть частью целого. Кто-то об этом задумывается и идет эту дорогу, осознанно, неосознанно. Многие люди ведь даже ничего особого такого не делают, никаких там особых практик,
какой-то личной внутренней работы не делают, но они просто на своем месте делают от души свое дело, и этого достаточно. Это как в теле человека каждый орган выполняет свою функцию, каждая клетка на своем месте. Никто здесь не выше, никто здесь не больше. Здесь все на своем месте. И попробуй, если одна клетка не будет функционировать. Вроде бы там сердце важнее или там по сравнению, там, я не знаю, с какой клеткой. Но я даже вот говорю, у меня язык вот это не может проговаривать. Дурь какая-то. Убери один орган, ничего хорошего. Убери другой орган, тоже ничего хорошего. Зачем? Все создано уже, как целое. Зачем изымать, зачем там кто-то будет из себя что-то корежить? Смысл? Даже смешно. И когда люди становятся такими токсичными клетками в организме человечества, они фактически ведь закрыты своей короной. Вдумайтесь в то, что я сейчас говорю. Они закрыты своей короной, они в изоляции, они себя изолировали этой короной. И таким образом они просто что? Прекратили смысл, ради которого они пришли сюда. Они уже не выполняют. Те естественные функции, ради которых они сюда и пришли. Душа у них знает, только она запечатана. Это, как правило, люди, живущие только в своей голове, у них запечатанные тела, сердца. Ну, понятно, с душой никакого контакта, иначе бы такая история точно бы не проросла в такую корону. Чем выше корона, тем меньше связи с собой. Поэтому корона и выросла, потому что у них нет внутреннего стержня. Это еще одна тема. Нет внутреннего вот этого стержня, который служит опорой. Поэтому они вынуждены создавать себе вот эту долбанную корону, которая как бы их держит. Она их держит. Она показывает миру их значимость. И все это до поры до времени. Потому что фактически этот человек не живет. Не живет. И, как правило, именно у таких людей и начинается история онкологии. Онкология – это когда клетка себя запечатывает. У клетки нет радости жизни. У клетки нет связи с телом. И вот сейчас эта история имеет очень большое распространение. Вот еще раз так проговорю, чтобы вы понимали, что это люди, как правило, живущие только в голове, запечатанное тело, связи с собой нет вообще. И очень большое значение придается суррогатным ценностям. Это статус, деньги. То есть все то, что не настоящее, нет, неправильная фраза, не настоящим ценностям придается значение. Очень много искажений. Очень много искажений. Вот. Тут про деньги можно отдельно говорить, потому что деньги важны в нашей жизни. Тут не надо цепляться буквально за мои слова. Просто то значение, которое им придается людьми с короной, оно
не соответствует настоящему значению денег в нашей жизни. У денег есть свое место, своя функция, но точно не такая, как у них. Там все поставлено ради денег. И поэтому это люди, которые перешагивают через людей. Там все через людей делается. Не для людей, не для их интересов, а через людей. И сейчас пришло время, когда это все вскрывается, когда все возмещается, все встает на свои места, и, соответственно, все это возвращается. Ответственность наступила, уже в полную силу заработал принцип ответственности с января 2024 года. И сейчас просто идет лавина, когда всех ставят на свое место. И очень скоро вы увидите, как это происходит и что это будет. Сейчас вот действительно уже я лично получаю столько информации, что не перестаю удивляться, как это все быстро разворачивается. Я просто не могу некоторые моменты озвучить, и их много, потому что, во-первых, эта тема сейчас другая в этой записи. Ну, во-вторых, всему свое время. Я не хочу все валить в такую кучу и создавать у вас кашу в голове. Просто услышьте, что тема очень важная, актуальная. И здесь, вот, что касается слушателей, возможно, здесь, конечно, такие супер-пупер какие-то статусные люди вряд ли будут слушать мою запись, как они считают, что они статусные, да. Я думаю, что моих слушателей может заинтересовать тема личных границ. Вот эта тема здесь тоже относится, касается темы короны, потому что я наблюдаю очень большой перекос в этой теме, что и привело к коронам у очень многих людей, особенно у молодежи, которая продвинута, которые пришли с такими уже прокачанными мозгами, что называется. Так вот, сейчас тема личного пространства и личных границ при всей своей пользе уже начала приобретать уродливую форму. Да, у каждого человека есть свое пространство. Да, у каждого человека есть свои границы, и они должны быть, и это обязательно должно быть. Это правильно, это нормально, и все должны соблюдать. Но некоторые люди в погоне за соблюдением своих личных границ увлеклись. И кроме себя на этой планете не видят уже никого. Все софиты только на меня. Все только для меня, под меня. Люди-потребители. Они считают, что им все должны за одно только их присутствие. Ну, кто сказал-то? Я еще раз говорю, мы все одинаковые. Каждый на своем месте, у каждого свое пространство, свои границы. И поэтому сейчас устанавливается первый, самый главный закон жизни среди людей – это уважение. Услышьте меня, пожалуйста. Уважение большими буквами. А у людей с коронами, вот со всеми супер личными границами, чересчур которые прям установлены, с этим большие вопросы и проблемы. Уважения нет. Нету. Это люди, которые ведут себя очень нагло. Причем везде. И вот это тоже корона. Это тоже корона, и она тоже будет сшибаться. И конкретно будет сшибаться жизнью. Через ситуации, если не поймут через ситуации, через отношения с людьми, то уже начнутся динамики в теле. Начнутся симптомы и серьезные.
один из симптомов, я уже сказала, это онкология, потому что люди коронованные, еще раз повторяюсь, это запечатанные люди в круговую, что называется, только я. Вот, поэтому здесь, конечно, можно долго разбирать и причины, все очень индивидуально. Не хочу, вот вообще не хочу сейчас почему-то туда углубляться, вообще никак. Вот, я, главное, сейчас озвучиваю, что короны будут сшибаться, поэтому, дорогие родители, во-первых, это информация для вас. Во-вторых, это информация для того, чтобы вы обучали ваших детей элементарным правилам жизни среди людей. Я даже не буду говорить в обществе. Среди людей, просто среди людей. У меня недавно случился конфликт, ну такой, я его называю мини-конфликт с моей соседкой. Я как-то тут рассказывала, что мне пришлось ночью ей писать. Раньше меня понимали как-то, нормально все, мы сразу решали этот вопрос абсолютно спокойно, потому что я, потерплю, там, молодежь, там, но это уже вошло в норму, во-первых, уже. Во-вторых, да, я терплю, но лимит есть у всего. Когда уже не одну ночь, то здесь уже, ребята, давайте уже соблюдать элементарные правила жизни вместе. И я написала. В ответ мне прилетела куча, что мне надо отставить кровать от стены, что мне надо одеть беруши, что мне надо топя. В общем, мне списком перечислили, там сообщение было, целый папирус, что мне надо сделать, что она живет в своей квартире и не собирается на цыпочках ходить. В общем, там, было все очень неприятно. Вот. Ну, я прочитала все это и ответила. Сейчас вот что идет, то я отвечу, озвучу, то есть. Уродом быть не мудрено. Ты человеком быть попробуй. Среди людей есть закон жизни. Первое — уважение. Если этой элементарной настройки внутри нет, то существуют правила и закон, который гласит, что ты можешь делать в своей квартире все, что ты хочешь, но опять с соблюдением элементарных каких-то норм с 7 утра до 11 вечера. Все остальное время должна быть тишина для того, чтобы люди могли просто отдохнуть, выспаться. И если вы не заметили, то рядом с вами живут другие люди. А если свой график жизни, то это значит либо снижайте свои децибелы, выбрасывайте мусор, свой громкий мусор, свои бутылки в установленное время и обязательно придерживайте от грохота дверь. Либо живите где хотите, но только не в многоквартирном доме. Больше писать не буду. Если повторится старая история, разговор будет другим и не такой. Вот как-то так. По-моему, я там еще что-то написала. Ну вот, по-моему, основное это я точно сказала. Вот сколько я уже здесь, вы знаете, я не знаю, конечно, возымело ли это сообщение
У меня первое время было, как я приехала сюда, у меня было ощущение, что там вообще, может быть, даже съехали, прям тишина была. Но сегодня утром я услышала, что кто-то зарядку вставляет. Уж не знаю, что там изменилось, но свое слово я сказала именно такое. Вот. И поэтому вот сейчас подобная раздача будет происходить на всех уровнях жизни, во всех ситуациях. Если у человека есть пренебрежение к другим людям, высокомерие, наглость, а еще раз говорю, среди молодежи этого добра в кавычках хватает, то жизнь все расставит на свои места обязательно. Либо вот так прям, как я, русскими словами через рот уж кому как, через других людей, либо уже прям будут создаваться ситуации. Вот это я особо говорю родителям, потому что я замечаю, что очень часто родители сами вот нормально общаются с людьми. Я вижу это. А дети рядом ведут себя просто ужасно. Просто ужасно. И родители им ничего не говорят. Вот поэтому я обращаюсь к родителям. Обучайте ваших детей жизни вместе с людьми, потому что иначе будет очень грустно. Это сейчас они себя ведут таким образом, вроде бы тут с личными границами. А потом начнется очень плачевная история в отношениях. Я еще не видела ни одного примера, чтобы с такими границами, с такими коронами что-то доброе в отношениях случалось. Это вечные страдания, вечное одиночество, вечный поиск, вечное все не то. Это большая оторванность от жизни. И у меня все время вопрос, почему у, в принципе, нормальных родителей, которые имеют нормальные настройки, нормальные устои, нормально общаются с другими людьми, вообще никаких вопросов нет. Почему у таких родителей дети, которые вообще никак не воспринимают вот других людей? Когда это все произошло? И почему они не научили их тому, что знают сами? Их научила жизнь, их научили родители, их научила школа. Флаги-то в голову вложены. Почему они не вкладывают эти маяки, эти флаги своим детям? И такие дети сейчас — это просто настоящее бедствие. Вы посмотрите, что происходит в школах. Бедные учителя. Я искренне преклоняюсь перед каждым учителем за то, что они еще продолжают ходить в школы, они продолжают свою работу, на которую, наверное, они уже вообще не хотят идти. Им надо прям низкий поклон в таких условиях за то, что они работают в таких условиях, действительно. С родителями начинаешь иногда общаться, вот сейчас я с такими родителями уже не общаюсь, а раньше, вот когда мы общались, у меня девочки, когда в школе были, получается, что родители со своим ребенком справиться не могут. А вы представляете, 30 человек в классе, вот что педагог чувствует? Это ведь живой человек. И почему все должны? Я вот это никак понять не могу. Откуда выросла какая-то ненормальная вообще история, как будто все, вот все должны. Да кто сказал-то? Поэтому еще раз, какой раз уже за эту запись я говорю, сшибать короны будут всем. Либо через, еще раз говорю, ситуации, обстоятельства, через отношения с другими людьми. Но сигнализировать будут явно, неявно, но это будет обязательно. Чтобы очухивались, чтобы пробуждались. Либо уже, еще раз говорю, симптомы в теле начнутся. И не шуточные. Вот.
Так что и про раздачу уже сказала. Ну, это таким образом и проявляется вот эта корона, как правило, проявляется вот в той жесткой энергии, которая сейчас ощущается. Я уже говорила про жесть. Как люди с такими динамиками, они очень жестко начинают общаться с людьми, с другими. Как правило, такое напряжение в общении, которое прям, знаете, не заметить невозможно. Вот. Особое внимание я предлагаю уделить этому вопросу тем людям, которые идут по пути развития. Тема короны рано или поздно обязательно у каждого стоит. Обязательно. Это я уже сказала чуть выше, когда ты имеешь определенный дар в жизни, что ты знаешь чуть больше, видишь чуть больше, понимаешь, то рано или поздно это обязательно приводит к тому, что может сыграть очень плачевную историю. Может развернуться плачевная история, когда эти люди начинают всем указывать, что делать, как делать, зачем делать. Они все за всех знают, диагностируют каждый шаг, ярлыки навешивают. Это вот как раз та история, когда люди слишком много знают и считают, что они вправе указывать другим людям, как жить. Иногда это действительно благо, это здорово, когда человек знает и просто сказал, и спасибо, что называется. А крайность начинается тогда, когда люди уже прямо только свое мнение считают правильным, не признают других вариантов вообще. Как правило, такие люди мало слушают других, они больше слушают себя. Точнее, им, наверное, информация о других людях и не нужна. То есть они вроде с тобой общаются, и в то же время такое ощущение, как будто они тебя вообще не слышат. Пространства нет для того, чтобы ты сказал что-то о себе. Как правило, задают вопросы, сами же на них отвечают. Еще раз говорю, диагнозы, ярлыки заполняют собой все пространство. Вот они прям заходят, и все, вот только они одни тут, яркие звезды. Бросается в глаза. Вот. Иногда это люди действительно просто, ну вот с такой энергией, с такой мощной энергией, которые просто заполняют вот их пространство больше, чем у других людей. Но это не значит, что они ставят себя выше. Вот здесь надо очень тонко все это смотреть, индивидуально. Поэтому все, что я озвучиваю, я предлагаю слушать, не цепляясь к словам, потому что у каждой моей фразы есть очень много подтонов таких. Не надо воспринимать все буквально. Сейчас вообще очень сложно о чем-то говорить, потому что, опять же, аудитория вся продвинутая, все знают, все понимают, все уже сами что могут увидеть, понять и сказать. И в то же время очень четко хватаются за фразы, и вот никаких вариантов больше нет. Вот. А информации очень много искаженной. И оставлять свой канал качественным хочется, но для этого нужно прилагать очень много усилий, что я сейчас и делаю. Вот.
Вот такие дела. Ну, какое решение? Послушать и взять ту пользу, которая именно для вас. Либо это какие-то личные динамики вы увидите. Возможно, вы увидите что-то в своих детях, в отношениях с людьми. Больше поймете других людей, что с ними происходит. То есть я надеюсь, что эта запись, конечно же, внесет свой вклад, чтобы действительно все встало на свои места и все встали на свои места. И вклад в справедливость. Этот принцип справедливости сейчас, я еще раз говорю, начинает жить, разворачиваться, и я делаю свой вклад в его развитие и рада этому. Ну вот там уже сигнализирует еще одна тема, но это я уже потом, надеюсь, все-таки не в этой записи точно. Ну да, 41 минута достаточно. Будем двигаться такими шагами, будем стараться по одной теме освещать, хотя они очень глубокие и большие. Вот. А друзья, я на связи. Всех благ. До свидания. Вот никак не выключается и все. До свидания.